Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Реальные истории» с Еленой Вивас, где мы раскрываем самые мрачные тайны истории, неискаженные идеологией. Сегодня я хочу поговорить о феномене, который поразил меня по мере того, как я изучала судьбы нацистов, которые умудрились сбежать после Второй мировой войны в Аргентину и в другие страны Латинской Америки. Многие из них дожили до 90, до 100 лет. И это намного больше, чем средняя продолжительность жизни в середине 20 века, которая на тот момент составляла порядка 70 лет. Эрих Припке, гауптштурмфюрер в войсках СС, организатор и исполнитель массового расстрела в Адриатических пещерах в Италии 23 марта 1944 года. 50 лет он прожил в Барелоче, Аргентина. В 1994 году был экстрадирован в Италию и приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме в возрасте 100 лет, находясь в тюремных условиях. Ганс Эртель, фотограф и кинооператор Гитлера. После войны он жил в Боливии и прожил там до 92 лет. Рудольф Гесс, рейхсминистр, заместитель фюрера, прожил 93 года. При этом 40 лет он провел в тюрьме, где, согласно официальной версии, повесился. А там кто его знает? В общем, умер не от старости, а так бы жил-дожил бы еще. Рейнхард Копс, офицер СС нацистской партии, помощник нацистского епископа Алоиса Худаля в Ватикане, помогавшего сбежать военным преступникам через крысиные тропы в Аргентину. Сам после Второй мировой войны он проживал в городе Барелоче в Аргентине и дожил до 87 лет. Динко Шакич, командир хорватских концлагерей, в возрасте 87 лет скончался в тюрьме, опять же, не в самых комфортных условиях. А его жена, также надзиратель концлагерей, умерла в возрасте 85 лет. Йозеф Швамбергер, обершарфюрер СС, начальник концлагеря в Мелице и комендант гетто в Пшемысле. До 1990 года жил в Аргентине. Затем 14 лет отбывал наказание в тюрьме в Германии, где умер в возрасте 92 лет. Опять же, последние 14 лет, уже в возрасте после 80 лет, были не самыми комфортными и удобными для проживания. Что за этим стоит? Что за темная сила охраняла их? А может быть, это секретные эликсиры, созданные в нацистских лабораториях? Или запретные оккультные ритуалы, которыми были одержимы практически все члены СС? А может быть, они нашли что-то древнее, забытое, что дало им эту сверхъестественную силу? Давайте сегодня вместе попробуем разобраться в этом вопросе, и также жду в комментариях ваши версии. Когда в 1945 году Третий рейх рухнул под ударом союзников, тени нацистов не растворились в пепле войны, они бежали. Словно призраки, они просочились сквозь хаос Европы, чтобы найти свой новый дом в далекой Аргентине. Но почему именно туда? И как они смогли не просто выжить, а прожить десятилетия до глубокой старости, будто заключив сделку с чем-то или с кем-то? Аргентина стала для них убежищем благодаря президенту Хуану Перону, чья симпатия к нацистам ни для кого не была секретом. Он открыто презирал Нюрнбергский процесс, называя его местью победителей. Его страна стала магнитом для тех, кто искал спасения. Через крысиные тропы, тайные маршруты, проложенные через Италию, Испанию и даже Ватикан, нацисты получали поддельные паспорта, визы и новую жизнь. Кардинал Антонио Каджано и офицер СС Карлос Фульнер плели эту паутину, помогая таким, как Эрих Припке, Рейнхард Копс, Мартин Борман, Адольф Гитлер раствориться в Южной Америке. Но Аргентина была не просто убежищем. Здесь уже жила огромная немецкая диаспора, 300 тысяч человек, из которой большая часть были последователями идеологии Третьего рейха. Эти люди не просто приняли беглецов,
Они уже создали для них маленькую Германию, в которой все знали все, но молчали. В Барелоче улицы напоминали Баварию, а в пивных звучали марши Третьего Рейха. Немецкие школы, клубы, газеты воспевали идеи, которые, казалось бы, были уже похоронены в 1945 году. Эта диаспора стала щитом, укрывшим нацистов от правосудия и, возможно, хранителем их тайн. Эрих Припке прожил в Барелоче 50 лет, наслаждаясь покоем, пока мир искал его. Рейнхард Копс, который, кстати, выдал Эриха Припке, который до этого помогал нацистам бежать через Ватикан, умер там же в возрасте 87 лет. Йозеф Швамбергер скрывался до 1990 года, пока его не выдернули из тени. И даже Ганс Эртель, снимавший фильмы для Гитлера, нашел приют в соседней Боливии, прожив там до 92 лет. Как им это удалось? Были ли это деньги, связи или что-то более тайное, мистическое? А может быть, в этих Андских горах под покровом немецкой диаспоры они нашли ключ к долголетию. Тот самый ключ, который и по сегодняшний день каждый из нас хочет найти. Представьте себе, секретные лаборатории, спрятанные в тени Патагонских гор, холодный свет пробирок, в которых рождаются эликсиры, способные обмануть саму смерть. Нацисты, сбежавшие в Аргентину, не просто скрывались там. Они продолжали свою работу. И, возможно, они нашли то, что позволило им дожить до глубокой старости, несмотря на тот огромный стресс, которому каждому из них пришлось пережить. Сегодня мы заглянем в мрачный мир их медицинских экспериментов. Туда, где тень Йозефа Менгеля, ангела смерти из Освенцима, витает над самой зловещей тайной нашего расследования. Нацистская Германия была одержима созданием сверхчеловека. В Освенциме, Дахау, Равенсбрюке проводились ужасающие эксперименты. Гормоны, стероиды, генетика. Йозеф Менгеле, чье имя стало синонимом ужаса, изучал, как заставить тело сопротивляться старению, боли, смерти. Немецкие архивы, рассекреченные в 1990-х годах, говорят о его работе с адреналином, кортизолом и даже ранними формами антиоксидантов. Цель – продлить жизнь элиты СС, тех, кто должен был вести Третий Рейх к вечной славе. Но вот что пугает: Менгеле не останавливается в 1945 году. Он сбежал в Аргентину, где и продолжил свою практику. Он продолжал лечить элиту Третьего Рейха, включая и Адольфа Гитлера, который скрывался на территории Аргентины, Колумбии, Парагвая, Бразилии и который дожил до возраста 82 лет, несмотря на тот большой стресс, который подорвал его здоровье во времена Второй мировой войны. Йозеф Менгеле, скрываясь под чужими именами, практиковал медицину в Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плате, Барелоче, помогая не только фюреру, но и другим беглым нацистам. Новые данные, рассекреченные в Аргентине в 2025 году, проливают свет на эту тайну. В Барелоче, в этом немецком оазисе, расположенном в самом сердце Патагонии, существовали подлинные клиники, замаскированные под частные санатории. Архивы упоминают медицинские проекты под руководством немецких иммигрантов, где тестировались препараты, улучшающие регенерацию клеток. Одна из таких клиник, по слухам, находилась на окраине города Барелочи в особняке, принадлежавшем немецкой диаспоре. Там могли разрабатывать эликсиры на основе нацистских формул, смеси гормонов, витаминов и, возможно, веществ, о которых мы до сих пор ничего не знаем. Рассекреченные не так давно документы также намекают на связь с островом Уэмуль, который находится посередине озера Науэль-Уапи, на котором Рональд Рихтер работал над ядерной программой. Об этом у меня есть отдельное видео на моем канале. Кто не видел, заходите, смотрите о том, как Аргентина разрабатывала атомную бомбу. Но что, если это было всего лишь прикрытие? Потому что аргентинские архивы,
которые были рассекречены в 2025 году, рассказывают нам о том, что на этот остров в 50-х годах были большие поставки химикатов и медицинского оборудования. А на этом острове никто не жил. Неужели там на самом деле создавали эликсир молодости? И Йозеф Менгеле в этой истории мог быть ключевой фигурой, ведь он лечил самого Адольфа Гитлера, который в тот период также проживал на берегах озера Науэль-Уапи. Эрих Припке, клиент этих клиник, умер в возрасте 100 лет. Еще раз напомню, что последние годы жизни он провел в тюрьме. Другой клиент этих клиник, Йозеф Швамбергер, дожил до 92 лет, и при этом он тоже последние 14 лет находился в тюрьме. Ну и что уж там говорить, сам Адольф Гитлер, который прожил до 82 лет. Он тоже был клиентом этой клиники. Ну или, по крайней мере, пользовался услугами ее медиков. Вы, конечно же, можете мне возразить, что 82 года – это не такой уж и большой срок. Но позвольте. Давайте все мы вспомним те кадры, последние официальные его кадры в Германии конца 44-го, начала 45-го года, на которых он выглядел уже как дряхлый старик. И, кстати, вы очень часто мне пишете в комментариях, что он не мог прожить так долго, поскольку он был уже глубоко болен. Ну вот вам и ответ. Почему, даже находясь в столь удручающем состоянии своего здоровья, Адольф Гитлер смог перешагнуть порог 80 лет? Американские источники также добавляют жуть в эту тему. После войны операция «Скрепка» позволила нацистским ученым работать в Соединенных Штатах. Рассекреченные документы ЦРУ 2000-х годов рассказывают нам о том, что американцы изучали нацистские разработки по гормональной терапии и антиоксидантам. Некоторые формулы, созданные в концлагерях, были настолько продвинутыми, что их тестировали в США в 1950-х годах. Неужели Менгеле и его коллеги в Аргентине продолжали эти эксперименты? И могли ли они делиться своими эликсирами с Гитлером и элитой беглецов? Что скрывают эти клиники в Патагонских горах? Были ли там созданы формулы, обманывающие время? Ответы где-то там, в архивах, которые сегодня рассекречивают и выдают нам очень маленькими дозами. Почему? Ну, чтобы мы, наверное, окончательно не офигели от всей той информации, которую от нас скрывали долгие 80 лет. А теперь закройте глаза и представьте. Темная комната, стены, покрытые древними рунами, в центре фигура в черном плаще, шепчущая слова на давно забытом языке. Это не фильм ужасов, это реальность нацистской Германии, где элита СС искала не только власть, а бессмертие. Их одержимость оккультизмом была намного глубже, чем мы можем себе представить. И, возможно, в Аргентине они все-таки нашли то, что помогало им обмануть смерть. Сегодня мы погрузимся в мир Анненербе и мрачных ритуалов. Но что, если Анненербе не только собирала мифы? Немецкие архивы, рассекреченные в 1990-х годах, раскрывают их одержимость поисками эликсира жизни. Экспедиция Эрнста Шефера в Тибет в 1938 году искала древние тексты о долголетии, травы, которые якобы замедляли старение, и ритуалы, способные связать душу с вечностью. Документы говорят о странных экспериментах, алкалоиды из редких растений, медитации, призванные очистить тело, и даже кровавые обряды, о которых до сих пор ходят слухи. Гиммлер верил, что древние арийские знания – это ключ к бессмертию элиты СС. Рудольф Гесс, правая рука Гитлера, был фанатиком мистицизма. Его перелет в Англию в 1941 году, как считают некоторые, был не просто дипломатической авантюрой, а попыткой найти древние реликвии, вроде Святого Грааля, которые, по легендам, дарили вечную жизнь. Гесс дожил до 93 лет, несмотря на 40 лет в тюрьме Шпандау. Случайность? Или он что-то все-таки знал, что помогло пережить ему десятилетия в неволе?
А теперь давайте перенесемся в Аргентину, в город Барелочи, который находится в Патагонии, и там, где проживали Эрих Припке, Рейнхард Копс, где находилось ранчо Адольфа Гитлера, где очень много времени проводил Мартин Борман. Это место было не просто убежищем. Немецкая диаспора численностью 300 тысяч человек, в большинстве своем пропитанная духом нацизма, создали там свой мир. Рассекреченные в Аргентине в 2025 году документы намекают нам на тайные сообщества, где беглые нацисты продолжали свои эзотерические практики. Виллы в Патагонских горах, принадлежавшие элите СС, могли быть местами ритуалов, вдохновленными Аненербе. Ходили слухи о собраниях, на которых читали тексты, привезенные из Тибета, где проводили обряды с использованием целебных трав и медитацией. И вот что интригует. Адольф Гитлер, который после Второй мировой войны прятался на территории Аргентины, мог быть частью этих ритуалов. Йозеф Менгеле, который лечил его, был не только врачом, но и учеником оккультных идей СС. Возможно, он сочетал свои медицинские знания с эзотерическими практиками, создавая нечто, что продлевало жизнь. Аргентинские документы, рассекреченные в 2025 году, упоминают странные поставки трав и химикатов в город Барелоче, которые вполне могли использоваться для ритуальных эликсиров. Одной из областей интересов ННРБ были древние цивилизации, которые, как считалось, обладали тайными знаниями о долголетии. Нацистские экспедиции отправлялись в Тибет, в Египет, в Южную Америку. И все это совершалось в поисках мистических артефактов. Все эти поиски были частью более широкой идеологии, связанной с мистикой и верой в сверхъестественные способности человека, которые могли бы дать Германии не только военное, но и биологическое превосходство. Ганс Эртель. Про него на моем канале уже есть очень подробное и интересное видео всей его жизни. Он был немецким альпинистом и пропагандистом, который сыграл свою особую роль в изучении древних цивилизаций. После Второй мировой войны Эртель эмигрировал в Южную Америку, где, по некоторым данным, продолжил исследования, начатые Аненербе. В высокогорьях Анд он искал секретные знания, возможно, которые были связаны с древними практиками индейских цивилизаций. Считалось, что эти культуры, такие как инки, обладали уникальными медицинскими и духовными практиками, способными продлевать жизнь. Эртель, используя свой опыт альпиниста, исследовал труднодоступные районы Анд, где, согласно слухам, могли скрываться древние тексты или ритуалы, связанные с долголетием. Его деятельность и по сегодняшний день остается загадкой, но некоторые историки предполагают, что его поиски были частью нацистских попыток найти эзотерические ключи к бессмертию. Сам Эртель дожил в Боливии до возраста 92 лет, и уже после его смерти в его немецком доме, а он незадолго до смерти в 90-х годах посещал свою родину, посещал своих старых друзей. Так вот, в его родном доме после его смерти его внук обнаружил 16 артефактов древних цивилизаций, о чем мы с вами подробно уже рассказывали в одном из моих видео. Откуда они у него? Сейчас эти артефакты, они находятся в музеях Боливии, и над ними ведется работа, поскольку до конца еще неизвестно, к каким именно древним культурам они относятся и какую историческую ценность несут эти артефакты. Так что разгаданных загадок впереди, как всегда, еще море. Американские источники добавляют еще огня в эту тему. После войны ЦРУ и НКВД исследовали подвалы Кёнигсберга, где Анненербе якобы проводила свои ритуалы. Они ничего не нашли, но слухи об алхимиках и во времена Второй мировой войны, и уже после нее на территории Аргентины доходили до самых 1970-х годов. Кстати, и президент Аргентины Хуан Перон, который с распростертыми объятиями принимал нацистов на территории Аргентины, также был любителем мистицизма. Так были ли в Барелоче тайные ложи, где элита СС искала путь к бессмертию? Вполне возможно.
Хотя, конечно же, у многих есть и тень сомнения. Оккультизм очень многим кажется фантазией, рожденной из нацистской идеологии, потому что нет прямых доказательств, что ритуалы, травы, заклинания как-то работали. И все же их вера в собственную избранность вполне могла дать им невероятную волю к жизни. Или, может быть, это было что-то нечто большее? И возможно, что в горах Патагонии они смогли найти некий секрет, который до сих пор остается неизвестным. Ответы где-то там, в горах Патагонии. А вы что думали, почему я там провела столько лет? Но давайте рассмотрим и другие аспекты их долгожительства. И возможно, что ответ кроется не в пробирках Менгеле и не в ритуалах Аненербе, а возможно просто в бокале аргентинского вина, в свежем горном воздухе, а также в поддержке тех, кто хранил их тайны. Ведь напрягаться больше не надо, стресса больше нет. Они в своей среде, их поддерживают. Добро пожаловать в Барелочи, в город, где нацисты жили как в сказке, пока весь мир пытался найти их. Эрих Припке, организатор кровавой расправы в Италии, полвека наслаждался покоем в Барелоче, и затем еще несколько лет он провел в тюрьме и умер в возрасте 100 лет. Рейнхард Копс, который помогал нацистам бежать через Ватикан, также долгие годы прожил на территории Барелочи и затем умер в тюрьме в возрасте 87 лет. Ганс Эртель, снимавший фильмы для Гитлера, выбрал сельскую Боливию и умер в возрасте 92 лет. И даже Адольф Гитлер с его подорванным здоровьем во времена Второй мировой войны прожил до 82 лет. Их жизнь была далека от нищеты. Виллы, свежий воздух, натуральная еда – все это окружало элиту беглецов. Немецкая диаспора в Аргентине численностью 300 тысяч человек создала для них маленькую Германию. Хотя не такую уж и маленькую, если говорить о площади. В Барелочи и Кордобе звучали марши Третьего Рейха, а местные клубы и школы хоронили дух нацизма. Эта поддержка была не просто социальной, она была их психологической броней. Кстати, исследования показывают, что принадлежность к какому-либо социальному обществу снижает стресс и продлевает жизнь. Там, в далекой Патагонии, в Кордобе, в джунглях Миссионеса они жили в кругу своих, тех, кто разделял их идеологию и помнил их прошлое. Возможно, и это дало им силы жить так долго. А теперь о диете. Патагония – это прежде всего чистый воздух, мягкий климат, натуральная еда, о которой можно только мечтать, сочное мясо, свежие овощи, шикарное аргентинское вино, богатое антиоксидантами. Элита имела доступ к лучшим продуктам благодаря связям с местной верхушкой. Даже Гитлер, скрывавшийся в уединении благодаря Менгеле, имел доступ к этой диете. Но тут вы мне, конечно, можете возразить, а как же насчет Рудольфа Гесса, который провел в тюрьме Шпандау 40 лет и умер в возрасте 93 лет? Неужели и там он получал особое питание? Или это все же воля к жизни была сильнее стен? В любом случае, тени сомнения, они остаются. Кстати, не все нацисты после войны купались в роскоши. Так, например, Йозеф Швамбергер, комендант гетто, который скрывался на территории Аргентины, долгое время прожил в бедности. После чего он был пойман, сидел в тюрьме, но тем не менее он дожил до 92 лет. Динка Шакич и его жена последние годы провели далеко не в райских условиях. Он сидел в тюрьме, а она каждый день ждала, пока за ней придут. Но, кстати, пришли, когда она уже умерла, там, по-моему, через пару месяцев. Но при этом он дожил до 87 лет, а она до 85. И если смотреть на все это с точки зрения современной науки, то стресс, страх, бегство – все это должно было сократить их жизнь. Но этого не произошло. Почему? Может, все-таки дело не только в вине и в горах? Может, их все-таки поддерживало что-то иное? Тайное знание, переданное в кругах диаспоры? Или все-таки воля, закаленная их темной идеологией? Как бы там ни было, но
Их образ жизни в Аргентине мог быть только частью секрета их долголетия. Сегодня с вами мы прошли через тени истории, заглянули в пробирки Йозефа Менгеле, в котором рождались эликсиры, обманывающие смерть. Мы проникли в тайные ритуалы Аненербе, в которых нацисты искали секреты бессмертия. Мы прошлись по виллам Барелочи, в которых нацисты под прикрытием местной диаспоры жили как настоящие короли. Но что мы при этом нашли? Ответ, который объяснит, почему Эрих Припке прожил до 100 лет, а Рудольф Гесс до 93, и почему Гитлер, несмотря на сильно подорванное его здоровье во времена Второй мировой войны, смог дожить до 82, или все же мы с вами только прикоснулись к краю этой бездны? Как кажется лично мне, а вы каждый можете иметь свое мнение, фармакология была их главным оружием. Менгеле, лечивший Гитлера и всю элиту СС, которая проживала на территории не только Аргентины, но и других стран Латинской Америки, потому что он передвигался между этими странами. В своих лечениях он мог использовать формулы, созданные еще в концлагерях. Гормоны, антиоксиданты, тайные смеси. И это все не выдумка, это все то, о чем нам говорят рассекреченные архивы в Аргентине в 2025 году. Оккультизм тоже нельзя отбрасывать, поскольку на самом деле он давал им веру в их избранность. И особенно это важно было для тех, кто последние годы своей жизни проводил на территории тюрем. И, конечно же, мы не будем умалять тот факт, что жизнь в Патагонии им также продлевала жизнь. Свежий воздух, мясо, вино как антиоксидант, поддержка местной немецкой диаспоры. Это все могло быть идеальной почвой для их долголетия. Но мы также должны понимать, что ни одна из этих гипотез не дает полной картины. И здесь, конечно же, мы задаемся вопросом, а что, если на самом деле секрет находится намного глубже? Возможно, это генетика, поскольку элита СС отбиралась не только по идеологии, но и по физической выносливости. А возможно, это секретные сделки, но тогда с кем? С дьяволом? Или все же свои знания о долголетии они обменивали на защиту и спокойную жизнь? А может, в горах Барелочи, под покровом ночи, практически стихи уже получились, они нашли нечто древнее, то, о чем мы уже с вами никогда не узнаем. Я для себя не нашла окончательного ответа, хотя, конечно же, некоторые мысли на эту тему у меня есть. И то, что я знаю точно, это то, что их тени до сих пор говорят с нами. И я хочу, чтобы вы также стали частью этого расследования. Что вы думаете на эту тему? В чем секрет долголетия нацистов? Пишите, вы знаете, что я вас всех читаю. Не всем отвечаю, но читаю. Давайте вместе разгадаем этот мрачный пазл. Ну и на этом у меня сегодня все. Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии до конца. И если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк. Вам не сложно, а мне помогает продвигать мой канал. И также проверьте, подписаны ли вы на мой канал, активизирован ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить новые реальные истории без влияния идеологии. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас.